Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про топовую беззеркалку Panasonic в системе микро 4/3, конечно же, Lumix G9. Ну, в прошлых роликах, посвященных Lumix на микре, я уже подробно объяснял, в принципе, про то, какое там есть подразделение на разные серии. Ну, в общем, не будем на этом долго задерживаться. Коротенько просто проясню сейчас, быстренько бегло так пробежимся по сериям, которые за многие годы существования байонета микро 4/3 сформировались у них. Так, серия GF — это самые маленькие, самые простенькие, примитивные пластиковые компакты, такие, в общем-то, для самых начинающих. То есть это самая такая низшая модель в ряду, но она не всегда прям очень сильно отстает, на самом деле, от топовых. То есть, как-то на удивление, Panasonic не так сильно урезает, как многие другие производители. Даже тот же их сосед по байонету Olympus, у него там та же серия PL, она довольно сильно урезанная относительно флагманов. GM — это короткая серия, всего из двух моделей, ныне прерванная. И это своего рода такие премиальные компакты. Они сделаны из отличных материалов, то есть это металлический корпус, и они максимально маленькие. В принципе, насколько я помню, GM1 вообще-то, наверное, самая маленькая беззеркалка из, в принципе, существующих сейчас. Даже Nikon 1 с дюймовой матрицей были крупнее. Ну, снимать на GM1 какой-нибудь стрит, например, это вообще сплошное удовольствие. Ну и вообще это реально по-настоящему карманная камера, особенно если какой-нибудь небольшой объектив-блинчик на нее надеваешь. GX — это серия камер, которые больше по своей архитектуре похожи, но на какие-то, наверное, дальномерки, потому что, ну, расположение видоискателя, расположение органов управления, и, в принципе, сама суть как бы того, как они все скомпонованы, да, это что-то ближе к дальномерочкам, такое для любителей ретро, для любителей классики. Ну, понятно, что управление там современное, нет таких дурацких всяких ненужных особо, честно говоря, нормальному человеку крутилочек, как у Fujifilm, уж совсем в ретро они там не ударяются. GH — это серия камер, ориентированных в большей степени на видеовозможности, это прям такой крутой видеокомбайн, но в форм-факторе все-таки такой классической зеркалочки. Ну, а просто G-серия, вот про которую мы сегодня, в общем-то, будем про ее представителя, да, разговаривать, она всегда была больше про фотографию, не про видео. К примеру, первая беззеркальная камера в мире Panasonic Lumix G1, она вообще видео даже не умела записывать ни в каком виде. Ну и серия G, она никогда особо не позиционировалась как флагманская, она была такая, ну, средней руки, скажем так, у нее был удобный хват, удобное управление, но тем не менее она как-то особо не могла считаться выдающейся, эта серия, то есть там не было каких-то немыслимых наворотов, это просто была хорошая, добротная, простая камера с приятным управлением, в общем-то. Ну и понятно, что серия постепенно развивалась, как-то эволюционировала, ну и к моменту выхода G7 модели уже практически все камеры в мире стали более-менее гибридными, и в свое время, когда камера вышла, вот эта G7, она, может быть, по фотовозможностям как-то там звезд с неба не хватало, просто была более-менее нормальной для своего времени. Но вот по видеовозможностям она имела пару-тройку фишек. Ну, в свое время она, в общем-то, считалась, наверное, самым простым способом получить себе более-менее качественное, более-менее резкое 4К, прямо с любительской вот такой вот относительно камеры. На тот момент это было довольно круто. В этот же примерно момент, когда выходил G7, Olympus выпустили реально настоящую флагманскую камеру для системы микро 4/3 Olympus OMD EM1. И там, конечно, видеовозможности особо не были крутыми, но зато по фото и по там эргономике, управлению, стабилизации и вообще куча других факторов, в том числе там влагозащита, прочность, прочее, это была реально флагманская крутая камера. Ну и тогда сформировалось некоторое такое, можно сказать, предрассудок, наверное, потому что люди стали считать, что да, наверное, Panasonic это больше про видео, их камеры, они больше видеоориентированные, а если ты на микре снимаешь, предпочитаешь фото, то тогда надо брать Olympus. На самом деле, в общем, все далеко не так, но в тот момент было, в общем-то, так. Ну, сейчас-то, конечно, понятно, что начиная с OMD и EM1 Mark II Olympus уже, в принципе, подтянулись до современных более-менее стандартов по записи видео. Там и следующий фокус нормальный видео, и 4К оно снимает отличное, резкое и качественное. Ну и в актуальных камерах OM серии там уже вообще все в порядке с видео. Они, ну, в общем,
нормально записывает его, более чем, даже очень даже круто, я бы сказал. Ну, может быть, не самое оно выдающееся на свете, но достаточно, например, для моих каких-то нужд было бы. Но Panasonic, конечно же, не бросали свой вот этот упор на видео, они во всех камерах его развивали, особенно в GH-серии, то есть, ну, на данный момент, наверное, это одни из самых крутых камер по записи видео. У кучи блогеров там, в 10-е годы, да и в принципе и сейчас наверняка всякие GH4, GH5, да и кто-то нам сейчас наверняка переходил на GH6, потому что они уже привыкли к этой системе. В общем-то, много кто использует GH камеры для съемки видео, какого-то даже, может быть, профессионального продакшена. Ну и на рубеже вот этих десятилетий, в 2019 году, в принципе, конечно, она раньше начала разрабатываться, но я так понимаю, Panasonic просто насмотрелись на все это, поняли, что, блин, надо бы как бы заявить, что мы вообще-то и фото на микре неплохо снимаем. Ну, я утрированно, конечно, да, условно как-то там представляю себе поток сознания, да, у там менеджеров, инженеров, кто там этим всем заправлял, и решили показать, что они, в общем-то, могут и фото. И сделали вот крутую фото-флагманскую камеру, про которую мы сегодня будем разговаривать, Panasonic Lumix G9. Ну и давайте традиционно покрутим камеру в руках сейчас, я покажу вам все кнопочки, крутилочки и так далее на ней, ну и посмотрим, как инженеры справились со своими задачами. Конечно же, вот такая камера, она тяжелая и большая, весит 658 граммов, ну это с батарейкой. Ну, в профессиональном сегменте Panasonic никогда особо с компактностью не заигрывал. Неважно, что у тебя тут, конечно, малюсенький сенсор формата микро 4/3. Тут все-таки гораздо важнее, самое-то главное, это чтобы камеру было удобно держать в руках и как можно больше было органов управления. И с этим тут полнейший порядок. Хват большущий, прямо огромный. Даже некоторые полнокадровые беззеркалки таким большим хватом похвастаться не могут. Особенно соньки какие-нибудь несчастные, у которых постоянно пальчик свисает. В общем, хват охрененно комфортный. Сзади также упор достаточно приятный. Здесь под большой палец выступает. Все покрыто такой вот резиной. Шершавенькой, не скользкой. При этом и не мерзкой на ощупь. С такой текстурой под кожу. Корпус здесь, само собой, что из магниевого сплава и обладает прекрасной влагозащитой. По материалам и сборке это настоящий флагман, без каких-то там оговорок. Тут даже спереди немало органов управления. Понятно, что есть большая кнопка блокировки байонета. Также есть синхроконтакт под заглушкой вот здесь. Подсветка автофокуса тут. Ну и как опять же принято в Pro-сегменте, две программируемые кнопки, причем они расположены очень удачно, их случайно не нажмешь, в отличие от того же, я неоднократно это говорил, от Nikon Z5. У Nikon Z5 дополнительные кнопки расположены просто отвратительно. Их можно легко нажать случайно просто пальцами, а уж в перчатках ты практически со 100% вероятностью их нажимаешь. Здесь даже в перчатках ты их нечаянно не нажмешь. Также тут есть довольно интересный рычажок, такой вот, тут 2 и 1 написано на нем. На него можно повесить разные функции для быстрого переключения, типа, знаете, там, работу стабилизатора, например, типа ее, там, работу тачскрина включить-выключить, стили какие-то там, если вы, конечно, гомосек, снимающий в JPEG, и так далее. В общем, можно много разных функций на него повесить, переключение быстрое, что довольно-таки удобно. Это, конечно, не то же самое, что у Olympus их система 2×2, но что-то похожее. Сверху слева расположен барабанчик для выбора режима съемки. Посередине есть кнопка блокировки, то есть ее нажимаете и можно переключаться, нажимаете и все, она блокирует. Опять же, то же самое примерно как у флагманов Olympus, такая же схема. Чуть ниже под этим барабанчиком, под таким стильным красным колечком. И еще есть рычажок для выбора режима протяжки. То есть вот так, тын-тын-тын, 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 тын-тын-тын. Можно, в общем, переключать выбор протяжки. Выбор, причем тут довольно богатый, как видите. Тут всякие 6К фото и прочие вот эти вот приколы. Несколько вариантов скоростной съемки. И со скоростной съемкой здесь, к слову сказать, довольно все хорошо. Снимает и с механическим затвором очень быстро, а уж с электронным там вообще 20 кадров в секунду может делать. И со следящим фокусом при этом еще. Опять же, очевидно, что горячий башмак тут есть, но встроенной вспышки, конечно же,
тут нет. Зато справа есть здоровенный инфопогон. Сделан он, скорее всего, чисто по приколу, чтобы максимально подчеркнуть фотоориентированность устройства. Хотя практического применения я для него не нашел, в нем нет никакого смысла, это же все-таки беззеркалка, и вся информация отображается на экране, и видоискателя и так у тебя. Ну да бог с ним, я, конечно, расположил бы лучше сюда каких-нибудь других кнопок, каких-нибудь дополнительных еще органов управления вместо бесполезного абсолютно инфопогона. Ну ладно, пусть будет. Рядом с ним на углу расположено колесико для изменения параметров. Оно, конечно же, тоже металлическое, с приятными щелчками. Большущая кнопка записи видео. С видеочастью у этой камеры тоже все в порядке. Ну, все-таки это Panasonic. Рычаг включения расположен, просто отлично. В самом таком нужном месте. Там, где и должен всегда находиться рычаг включения у нормальной камеры. И его крайнее такое подпружиненное положение, оно включает подсветку. Не знаю, видно ли подсветку инфопогона при включенном моем вот этом постоянном свете, скорее всего, не видно, но поверьте на слово, она включается. Дальше еще одно колесико для измерения параметров, оно такое прорезиненное, опять же с приятными щелчками, очень удобное. Расположение, честно говоря, не фанат я, когда оно сверху, люблю все-таки, когда снизу расположено, но это дело привычки, на самом деле можно быстро мозг перестроить и на такое расположение. Ну а рядышком с ним три важнейшие кнопки, это баланс белого, ISO и экспокоррекция. Причем кнопка ISO, она еще имеет какие-то там точечки на себе. Короче, по ощущениям отличается, так что ты не перепутаешь, где какая кнопка на ощупь, когда вслепую, например, пытаешься переключиться. Ну, если ты, конечно, не в перчатках, опять же. Слева всего две кнопки. Это просмотр отснятого материала. В принципе, я вообще не смотрю, что я там отснял, потому что, зачем? Можно просто потом дома на компьютере посмотреть. И управление режимом видоискателя. Кнопка это FN3, она также программируется на другие задачи. А видоискатель тут просто огромный, он прям реально гигантский, занимает огромное пространство. И у него довольно неплохое разрешение даже по сегодняшним меркам. Даже, я бы сказал, такое среднее по палате. 3 миллиона 680 тысяч точек. Степень его увеличения, причем можно регулировать кнопкой вот здесь на грани. То есть он по умолчанию прям огромная картинка, такая прям здоровенная. Но если тебе неудобно, хочется, чтобы было поменьше, мало ли, вдруг ты извращенец, хочется, чтобы было поменьше, можешь нажать на эту кнопку и уменьшить. Там 3 степени увеличения. Ну а обычный экранчик, дисплей этот, он поворотный, 3-дюймовый, на миллион точек, естественно, сенсорный. У Panasonic, в принципе, одно из самых удобных и самых отзывчивых, приятных, по моим ощущениям, тач-управлений. То есть ты можешь все что угодно, куда угодно зайти, как угодно поменять, в меню полазить, точку там подвигать и все остальное сделать. Очень комфортно сделанное управление. Ну и в принципе неспроста так, потому что Panasonic одними из первых у них появились тач-интерфейсы в принципе, так что не мудрено. Справа от экрана есть крестовина с кнопкой меню Set в середине, и вокруг этой крестовины еще одно колесико, также для изменения параметров, она тоже не скользкая, прорезиненная, пощелкивает чуть потише, даже сильно потише, чем те, но тоже щелчки имеет. Снизу кнопка дисплей, собственно, меняет информацию у тебя, отображающуюся на экране. Выше чуть его вызов быстрого меню, это FN2 кнопочка. FN1 по умолчанию отвечает за выбор зоны фокусировки. Вообще все эти кнопки можно, конечно же, переназначить при желании. Под большой палец удобно ложится рычаг переключения режима фокусировки. Тут мануальный, следящий и одиночный. В середине у него кнопка AFL, AL. И рядом находится джойстик, которого так не хватало на Olympus OMD EM1 Mark II. Тут Olympus вышел чуть раньше. Вот это появился такой подобный джойстик только на Mark III там уже, который вышел в 2020 году. Правда, этот джойстик тоже как бы недостатков не решен. Ну, такие не сильно значительные. Мне просто не понравилось то, что он по диагонали не перемещается. Он вверх-вниз, влево-вправо можно перемещать. Не всегда это бывает удобно. Хочется все-таки иногда... Короче, хочется, чтобы он был, имел больше степеней перемещения. Справа под резиновой заглушкой у нас есть порт для удаленного управления. Сюда можно тросик подключить. Под крышкой вот этой, кстати, отлично тоже прорезиненной, защищенной, находится два отсека для карт памяти.
стандарта ASD UHS 2. Оба, естественно, UHS 2 поддерживают. Слева есть разъем для подключения микрофона, также для подключения наушников. Все они, естественно, резиночки вот эти достаточно качественные. И под еще одной вот этой последней крупной самой заглушкой находится еще, значит, парочка интерфейсных разъемов. Это полноразмерный HDMI и USB 3.0. Камеру можно, кстати говоря, питать по USB, ну и от компьютера, ну и в том числе и через Powerbank. Аккумулятор прячется вот в этом отсеке, который открывается рычажком. Аккумулятор такой же абсолютно, как у GH5, довольно крупный и живучий. Не измерял, насколько его на самом деле хватает, там предельно, но могу сказать, что он очень хорошо живет в холодную погоду, например. Где-то в районе 500 фото я совершенно спокойно на него делал при температуре минус 18, и он был еще живой. Но если вам одного аккума мало, вы можете в любой момент подключить еще батарейный блок. Он называется DMW-BGG9. Сделан он прекрасно, дублирует все основные органы управления. Тут и джойстик есть, и все колесики, и кнопочки. Можно его включать, выключать. Вот здесь эта кнопка его блокирует. Но помимо того, что камера станет охрененно тяжелой, но при этом еще, конечно же, и удобнее станет делать вертикальные снимки, когда ты перехватываешь камеру за эту ручку. Ни у кого попутно еще и не возникнет никаких сомнений в вашем профессионализме. Ну а если уже без шуток, то да, G9 это отлично собранная, мощная камера с крайне удобным управлением. По эргономике мне она очень понравилась. Ну и прежде чем мы приступим уже к разбору картинок, которые выдает G9, обязательно нужно сделать оговорочку, нужно поблагодарить, выразить огромную благодарность моему подписчику, который мне эту камеру предоставил на обзор, потому что, да, со времени выхода в 2019 году G9, конечно, подешевел, особенно на вторичке, он сейчас там примерно в районе 100 стоит, но, знаете ли, я вам скажу, у меня лишних 100 тысяч не завалялось, чтобы быстренько сварганить обзорчик такой. Поэтому очень благодарен подписчику, да и вам напоминаю, что вы можете предоставить мне какие-то камеры на обзор, если у вас есть что-то интересненькое. Ну и также вы можете поддержать мой канал, подписавшись на Boosty по ссылке в описании, чтобы я, в общем-то, чуть меньше думал о том, как мне выжить, о том, как заработать деньжат, бегал, крутился, с ума сходил, потому что, естественно, это все отнимает время. Если я буду чуть посвободнее, я чаще буду ролики выпускать, соответственно. В общем, это логично. Но я думаю, вы понимаете, что в поисках пропитания, там, да, сбора вершков и корешков я трачу огромное количество времени, и, соответственно, не всегда получается выпускать ролики как-то там своевременно. Да, я там что-нибудь планирую, например, и какой-нибудь новостной ролик сделать, и я его, в принципе, даже отменяю, потому что уже новости стали не актуальны, пока я там рассусоливал. Иногда перерывы бывают довольно большие, там, по паре недель. Я стараюсь, конечно, регулярно хотя бы раз в неделю ролик выпускать. Вот сейчас время появилось, я делаю. И еще одна важная оговорка, что касается уже непосредственно текущего обзора. Камера была у меня, я ее тестировал в течение примерно недели, наверное, чуть больше, чем неделю. И за это время, это было зимой, в Санкт-Петербурге, как вы понимаете, здесь зима такая своеобразная. За все это время, в общем, было солнечно всего 6 часов за целую неделю. Была постоянно ужасная погода, был мрак, снег, дождь, град, все что угодно. Вот все виды небесной иллюминотерапии у нас произошли. Эту оговорку я делаю для того, чтобы было понятно, почему картинки иногда будут там мрачноватые, может быть, где-то там темноватые, потому что, реально было темно, мрачно, буквально несколько часов в день только светло, а в остальное время, даже в светлое, все время что-то там моросило с неба, так что фоточек тут ярких, цветастых не так много будет, как хотелось бы. Но, опять же, уместно будет отметить, что камера вообще настолько хорошо сделана, настолько качественная, настолько защищенная, что ей, в общем-то, любые вот эти суровые погодные условия до лампочки.
Но матрица в G9 используется абсолютно такая же, ну, с вероятностью 99%, точно такая же, как в Olympus OMD EM1 Mark II. Это 20-мегапиксельный сенсор без сглаживающего фильтра производства Sony. С резкостью и детализацией, конечно же, дела обстоят отлично, особенно с родным объективом 12-35 f2.8, на который обзор, кстати, уже есть на канале, я уже сделал его, можете тут по ссылочке вот в углу посмотреть. В общем-то, камера выдает прекрасную детализированную картинку с обилием всяких мелких деталей, тут ничего нигде не мыльно, все прекрасно абсолютно. Но, конечно же, есть у этого и обратная сторона. Если ты снимаешь какую-то повторяющуюся структуру, иногда в ветках может проявиться там что-то. Бывает иногда муар все же. Не всегда процессор вывозит грамотно интерполировать это все, но веточки какие-то слипаются крайне редко, но иногда это бывает, к сожалению. Пейзажи в любом случае можно снимать. Я пощелкал разные всякие там деревья, кусты, не знаю, леса, парки и прочую такую фигню. С этим все в порядке, ну и динамический диапазон, в общем-то, у камеры нормальный, там 12,5 стопов примерно, наверное, где-то присутствует. Это нормальный показатель. Инфы в цветах, опять же, традиционно для вот этих вот последних матриц на микре, чуть-чуть побольше, чем в тенях. То есть цвета внезапно, да, не как у всех, тянутся чутка получше, чем тени. А вот тени лучше радикально как-то не вытаскивать, потому что у тебя, да, ну, может быть, ты можешь промахнуться по яркости в темных где-то участках на 100-1,5 где-то так, чтобы прям совсем безболезненно вытащить. Но если больше, то есть если уже там на пару стопов тянешь и более, да, у тебя уже яркостный шум начинает очень сильно проявляться. Но опять же, можно его чуть-чутка поддавить шумодавом, если там не критичные какие-то потери детализации будут. Ну, у меня, в общем-то, проблем с этим особо не было, потому что, ну, я супер контрастных каких-то сцен не снимал, во-первых, ну, как-то управляю немножко светом, если я что-то там осмысленное снимаю или как-то думаю об этом, о том, как лучше снять. Ну, и вообще, в принципе, снимаешь же на беззеркалку, она тебе превью сразу показывает того, как все будет выглядеть, и тут как бы сложно достаточно очень сильно промахнуться по экспозиции. Так что я, в общем, никаких проблем не испытал. По мне так нормальная, вполне себе удачная матрица. Она уже во многих поколениях камер тут стоит на микре, но она чуть-чуть похуже по характеристикам, конечно же, чем актуальные APS-C-сенсоры. APS-C-шки, они и покрупнее физически чисто, и по наворочению сейчас в последнее время стали, то есть там всякие обратные засветки, еще там какая-то херня, куча других наворотов. Понятно, APS-C, конечно, получше, почище картинку выдают. В любом случае, до 1600 ISO можно вполне себе снимать. Там в плане шума все достаточно терпимо, никаких уж прям катастрофических ужасных разрушений не происходит от этого по всей картинке.
Все там нормально. До ISO 800 вообще картинка довольно-таки чистая. Ну и как-то очень сильно или мощно поднимать ISO, наверное, не обязательно на микре современной, потому что у этой камеры, как у Олимпусов, также есть прекрасная 5-осевая матричная стабилизация. И я в большинстве случаев снимал ночью на ISO 200 и горя не знал. Ну, то есть, как бы нахрена тебе поднимать ISO, если ты не снимаешь чего-то динамического, никакого там, не знаю, бегущего человека, тем более, да, там в каких-то сложных условиях ты не репортаж снимаешь, то тебе и поднимать не надо ISO. Ну, если, конечно же, ты соберешься снимать репортажку, то тут придется подумать или о вспышке, или о том, чтобы задирать ISO и уже жертвовать качеством, да. Ну и, конечно же, благодаря тому, что матрица стала теперь подвижной так же, да, как у Олимпуса, здесь есть Hi-Res мод. Ну, как у Олимпуса, в общем-то, делается композитный снимок, когда матрица делает несколько снимков и склеивает их в одно большое результирующее изображение с гораздо большим разрешением, там 50-80 мегапикселов есть варианты, ну, до 80, короче, мегапикселов максимальная. И я, конечно, этим не пользовался, потому что, ну, большой нужды в этом нет. Мне и 20 мегапикселов вообще за глаза и за уши. Я не знаю, зачем мне могло бы быть еще больше. Я плакаты там на дом или баннеры какие-то печатать не собираюсь. Для соцсетей 20 мегапикселов вообще дохерища. Автофокус, что удивило меня, в ночи прекрасно работает. Ну, в принципе, он и у других панасоников уже многие годы работает в ночи хорошо. Это я отдельно уточняю, потому что он только контрастный здесь. И контрастный фокус, как правило, у большинства производителей, когда там в стародавние времена, он работал очень плохо. Даже в сумерках уже начинал херово работать. Вот, к примеру, Sony, у которых были контрастные фокусы на ранних стадиях, на ранних этапах, они просто отвратительно фокусировались, даже когда они еще и фазовые датчики добавили. У них даже первое поколение гибридной системы фокусировки, там у Sony Nex 6 очень херово работали, чисто контрастный в RX1 отвратительно работал. То есть, ну, прям реально камеры терялись в потемках, они не могли ничего. У них была полная беспомощность, приходилось переключаться сразу же в мануал в каких-то маломальски сложных условиях освещения. Здесь такого нет. Panasonic в ночи прекрасно фокусируется. Но тут, в принципе, все понятно. Они за годы работы с контрастной технологией разработали огромное количество дополнительных каких-то там своих костылей. Там, тут тебе и технология Lightspeed, и технология DFD, Deep From Defocus, и интеллектуальные всякие там фокусировки на основе определения объектов и так далее. Ну, к примеру, отлично камеры Panasonic определяют лица и глаза людей, и там одни из лучших, на мой взгляд, кстати говоря, наверное, по тому, как они это отображают на экране, потому что в большинстве случаев, ну, большинство камер, вот сейчас я, например, снимаю на Nikon Z30, у меня так глаз маленьким квадратиком обведен, и я, в принципе, вижу, да, что я сейчас в фокусе. Там сделано вообще прикольно. Они сделали такое, ну, лицо квадратом, и если глаз есть в кадре, они не только там лицо с закрытыми глазами, да, как-то, у тебя глаз как бы таким крестиком, я не знаю, как это, в общем, описать. Ну и Panasonic прекрасно определяют людей, даже в очках с этим у них проблем не возникает. Хотя тот же Fuji, вот я про который недавно рассказывал, до сих пор современные Fujifilm, почему-то, если человек в очках, очень часто его теряют. Иногда, конечно, там проблем, ну, каких-то серьезных не происходит, но бывает такое, что человек в очках для них становится просто какой-то невероятной, непреодолимой преградой, чтобы понять, что это все-таки лицо. У Panasonic
все в порядке. Также у Panasonic G9 есть определение животных при фокусировке, и он определяет разное всякое дикое зверье, то есть там, в том числе и домашнее, то есть там кошечек, собачек вообще милое дело поснимать, птичек каких-то он определяет прекрасно. Причем он определяет даже животных, которых уже не существует. Можно навестись на динозавров и поржать с того, что ты реально сфокусироваться можешь на динозавра, чисто ради кеков. И я не использовал такую систему фокусировки с автоматическим определением объектов. Я все-таки переключался по старинке на одну маленькую точку и гонял ее просто джойстиком. Джойстик здесь очень удобный, быстренько наводишься куда тебе нужно, и тоже, в общем-то, не проблема. Ну и опять же, я напоминаю, что фокус здесь контрастный, и поэтому, конечно же, он постоянно пытается при следящей фокусировке перепроверять сцену, и из-за этого он постоянно гоняет линзы взад-вперед, и это просто ужасно раздражает. От вот этого мельтешения туда-сюда зоны резкости у тебя прям, ну не знаю, меня мутить аж начинает, прям физически неприятно. Но это фото, и я опасался, что такая же хрень будет происходить еще и в видео, потому что, ну что-то я прям наслушался, что контрастный фокус прям чудовищно теряет там лица, чудовищно теряет глаза, и постоянно все перепроверяет, ну, постоянно вот этот будет воблинг такой, да, как бы, пусть на микре он и чуть менее заметный, да, чем на каком-нибудь полном кадре, но это было бы ужасно, поэтому я решил все-таки и в видео протестировать, хотя обычно я как-то видеовозможностям у камер какого-то большого внимания не уделяю, ну, знаете, если вообще уделяю в принципе. Но здесь все-таки мне было интересно посмотреть, так что сейчас вот покажу небольшой фрагмент, который я снял на улице тогда. Ну что ж, пишу себя в плоском профиле. Сейчас вот, наверное, диафрагму приоткрою до F2.8. Посмотрю, как, во-первых, автофокус следит и не теряет ли лицо, когда я чуть-чуть верчусь, тем более, что я в шапке. Вообще показывает фокус, хоть он и контрастный, но вроде как бодренько видит вроде мой глаз. Я, по крайней мере, на маленьком экранчике не вижу, чтобы он там прям что-то бешено перепроверял на ходу. Сейчас включена стабилизация в камере на матрице, стабилизация на объективе также еще дополнительно работает. И электронную еще стаб я включил. Пишу в плоском профиле с DC не like. Ну, тут, в принципе, я думаю, видно, что динамический диапазон довольно хороший. То есть вот у меня тут на заднем плане всякие бликующие здания на рассвете. Я вот иду, у меня пар изо рта идет. Собственно, холодно, потому что... Мне больше интересно, как себя фокус ведет на самом деле, потому что, ну, в целом я всегда очень скептично относился к камерам, у которых только контрастный фокус, которые могут записывать видео, потому что для фото более-менее еще нормально, как бы пойдет, особенно если ты там сингл-шоты какие-то делаешь, а не динамику какую-то снимаешь. Но на видео тут могут быть разные косяки и фейлы. И, как вы понимаете, со временем G9 постоянно обновлялся свежими прошивками, и с этими обновлениями он по видеовозможностям практически сравнялся с GH5 моделью. Здесь огромный битрейт, просто прекрасное качество видео, то есть всякие там плоские профили и прочее, все здесь присутствует. И, как видели в этом сэмпле, который я показал сейчас, он, в принципе, не особо-то и перепроверял сцену. Он прекрасно следил за глазами и ничего не терял. За все время вот этого короткого ролика он один раз только дернулся, фокус, может быть, слегонца. Так что ничего страшного, для какого-то расслабленного блогинга с камерой в руках вполне себе неплохо. К тому же и стабилизатор неплохо стабилизировал картинку, то есть прям все достаточно... без каких-то там дрожаний или дерганий было. Ну, я думаю, что камера для записи говорящей головы тоже прекрасно подойдет, если ты сам себя записываешь, потому что ты можешь просто удаленно подключиться через приложуху, там, ткнуть куда тебе нужно, сфокусироваться условно там в лицо, например, да. Ты же не прыгаешь бешено, если записываешь вот такой ролик, как я сейчас это делаю. Просто я сижу на одном месте и просто потом выключить фокус, чтобы он не прыгал, не скакал и оставался на том же месте. Главное самому не начать двигаться там взад-вперед, чтобы не выйти из глубины резкости. Вот как бы и все. Так что вот этот контрастный фокус я не считаю здесь большой проблемой. Конечно,
конечно, в серьезном, где что-то движется, что-то бегает в таком неконтролируемом состоянии, тут ничего особо не снимешь. С таким фокусом, да, он начнет все-таки терять объекты, какой-нибудь фигней заниматься, дергаться, перепроверять и так далее. Елозить по заднему плану, как это вот иногда бывает. Но в моих сценариях, в общем-то, я мог бы эту камеру использовать и даже, в общем-то, особо не страдал бы. Сейчас, наверное, какой-нибудь выбежать должен бы кинодел великолепный, который скажет мне, что автофокус вообще, в принципе, в видео не нужен, все нужно делать ручками и так далее. Я прекрасно его понимаю, пускай фокусируется ручками, но в моих просто сценариях применения мне обязательно нужен автофокус у камеры видео. Я как бы кино не снимаю, но тем не менее я думаю, что если эту камеру возьмет какой-то серьезный человек, который понимает немножко в видеопродакшене, а не просто может там два источника света, как я, поставить и нажать рек. Ну ладно, я шучу, у меня тут тоже все мануально там настроено и так далее, но тем не менее, да, то есть если человек, который серьезно подходит к видеозаписи, возьмет эту камеру в руки, я думаю, он сможет снять, в принципе, на G9 какой-нибудь, ну, реально голливудского уровня блокбастер совершенно спокойно, ну, там, может быть, с какими-то костылями. Тут тебе есть и всякие плоские профили, и 10-битный цвет, и огромный битрейт. В общем, знай себе, снимай видео, там, крась его, кайфуй, всячески развлекайся и все такое. Ну, а в моем случае я просто записываю сам себя, так что здесь ничего, каких-то таких серьезных учений не надо. Главное, чтобы камера в таких полуавтоматических каких-то режимах выдавала мне сносную картинку. Ну а что у G9 у нас с цветом? И автоматический баланс белого, он, конечно же, иногда косячит в пасмурную погоду. Конечно, все стало гораздо лучше, чем раньше было, потому что у Panasonic была какая-то прям черная полоса, скажем так. У них многие камеры в пасмурную погоду начинали творить какую-то херню, то мадженты накидывали, то все синим каким-то делали, какое-то просто уродство было. Нет, вот у G9 уже более-менее нормально. Иногда бывают фейлы, конечно, по балансу белого, но не такие уж супер критичные и не так уж часто. В яркую солнечную погоду, к сожалению, ее было не очень много, но себя, в общем-то, показывает отлично. Ну и в ночное время, кстати говоря, с обилием всяких там люминесцентных ламп, ламп накаливания и так далее, автоматика ведет себя вполне адекватно, вполне себе неплохие картинки по цвету может выдавать. В целом, если смотреть, да, цвет, пожалуй, у G9 не особо-то выдающийся, он просто, ну, нормальный. Скинтона также терпимые, но, опять же, ничего там прям шикарного, шедеврального камера в плане цвета кожи не выдает. Цвет похуже, чем у Олимпуса все-таки, но вполне себе терпимый. Стрит-фотографию на эту камеру также приятно снимать, несмотря на то, что она крупная. Ну, здесь все-таки есть электронный затвор. С матрицы очень быстрое считывание, поэтому никакого роллинг-шаттера у тебя не будет. Электронный затвор абсолютно бесшумен. Ну и, опять же, у Micro 4 третьих довольно большая глубина резкости, поэтому сильно не нужно закрывать диафрагму. Ты идешь и запросто снимаешь от бедра абсолютно легко, кадры любые, не боишься, что промахнешься. Все в этом плане в порядке.
ну и Panasonic Lumix G9 мне, в общем-то и целом понравился. Это действительно хорошая флагманская камера с удобным хватом, с приятным, удобным управлением. То есть тут все кнопки на своих местах. Ею прям приятно пользоваться. У нее большущий видоискатель с хорошим разрешением, с хорошим фреймрейтом. То есть, ну, вот прям все как надо. Здесь и отличная влагозащита есть, можно в любых условиях снимать. И батарейка очень живучая, ее прям реально надолго хватает. У нее достойные фото и видео возможности. Хотя, ну, по фото, может быть, она и не самая выдающаяся камера на свете, но она вполне себе нормальная. То есть, если ты сейчас возьмешь ее и будешь снимать, она вполне на уровне. На нее можно сделать хорошие кадры. И тут даже инфопогон есть для староверов. И, наверное, я бы у камеры отметил только один серьезный минус. То есть это вот хорошая камера, у которой есть одно такое серьезное но. Это ужасный, дурацкий, контрастный фокус. Он просто меня раздражал всю дорогу, пока я ей пользовался. Мне прям очень не нравятся вот эти прогоны линз туда-сюда. И вы как бы меня неправильно не поймите, автофокус работает, он нормально работает, нормально фокусируется. В особенности в сингл-шоте, то есть если ты одиночные какие-то кадры снимаешь, он быстрый, нормальный и попадает куда надо. Но если ты включаешь следящий фокус, тут он уже начинает творить какую-то дичь, постоянно гоняет линзы бешено. Иногда может у тебя промах случиться из-за того, что прогон как-то неудачно там произошел. Много что можно с таким фокусом снять и вполне себе комфортно себя чувствовать. Но не все возможно снять, поэтому фокус, вот это прям моя основная претензия. Но в остальном это действительно прекрасная вещь, на мой взгляд. Здесь в остальном все в порядке. То есть только фокус очень плох. Может быть, я бы еще с цветом поработал, потому что цвет, ну, такой просто усредненно неплохой. Но он не прям какой-то уж красивый выдается по умолчанию. Ну, это такое, можно, в общем-то, накрутить. Ну и в последнее время, как мы видим, Panasonic уже добавили в свою актуальную линейку, начинают потихоньку, да, добавлять фазовые датчики. Они наконец-то овладели этой невероятной технологией, которую уже давно все используют, уже там десятилетия как. Но, тем не менее, они все-таки соизволили фазовую детекцию добавить. Теперь у нас будет гибридная система фокусировки во всех новых камерах у Panasonic. И, скорее всего, в ближайшее время, возможно, уже в этом году, будет представлен G9 Mark II, у которого, скорее всего, уже будет и с автофокусом все в порядке. Так что это будет отличная, можно сказать, даже великолепная, скорее всего, камера, которая не будет вызывать вот такого вот дискомфорта своей нелепой контрастной фокусировкой. Но я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про Panasonic Lumix G9. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не делали. Тут будут постоянно ролики новые выходить. Чтобы ничего не пропустить, обязательно жмите кнопку подписаться. Ставьте лайки, чтобы ролик лучше продвигался. Ну и если хотите поддержать канал, можете подписаться на Boosty. Ну а я всем желаю хороших снимков. Пока.